и вдруг шок. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня у меня необычный выпуск. История Испании за 6 минут. Я постаралась уложиться в это время, чтобы рассказать вам самые основные факты. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и приходите на мои экскурсии. Я провожу их в Барселоне и ее окрестностях. Первые упоминания о присутствии человека на Иберийском полуострове приходятся на 35 тысяч лет до нашей эры. Это были мои коллеги-художники. Они рисовали бизонов, оленей на стенах пещер. Позже на территорию Иберийского полуострова приходит земледелие и металл, а к побережьям приходят греки, а позже карфагеняне. Также еще были финикийцы. И от смешения местной культуры и пришлой формируются иберийские племена. Во II веке до нашей эры Рим вытесняет Карфаген, и начинается романизация. Так появляется провинция Хиспания, появляется римское право и гражданство, латинский язык, города и дороги. Отсюда вышли такие императоры, как Троян и Адриан. В V веке нашей эры Римская империя пала, и это конец античной эпохи. После Рима власть берут вестготы с центром в Толедо. В 711 году мусульманские войска переходят из Северной Африки, и на большей части полуострова возникает Аль-Андалус. Сначала Эмират, затем халифат Кордобы. Это время городов, ремесел, науки, архитектуры и развития. Параллельно на севере крепнут христианские королевства. Постепенно они отвоевывают земли. Это долгий процесс, который мы называем реконкиста. 1469 год. Брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского объединил две главные короны. А в 1492 году происходят три важных события: падение Гранады, завершение реконкисты и поездка Колумба к берегам Америки. Так начинается строительство испанского мира. Королевства очень долго сохраняют свои институты, но этот династический брак запустил рождение новой Испании. С Карлом I, он же император Карл V, и Филиппом II Испания становится сверхдержавой с владениями в Европе, Америке и Азии. Одновременно золотой век литературы и искусства, но к концу XVII века истощение ресурсов, войны и кризисы. С 1700 года на троне находится династия Бурбонов. Далее происходит война за испанское наследство 1701-1714 год, что приводит к централизации и реформам. Просвещение, попытка модернизации и вдруг шок. В 1808 году наполеоновское вторжение и далее партизанская война за испанскую независимость. А в 1812 году в Кадисе принимается первая Конституция, символ испанского либерализма. В XIX столетии практически все американские колонии становятся независимыми. Внутри Испании происходит череда либеральных и консервативных проектов. Карлистские войны – это серия гражданских войн. Также происходит смена то монархии, то республики. И далее происходит бедствие 1898 года, поражение Испании в испано-американской войне. И затем последняя страна, последняя колония испанская становится независимой. В 1931 году провозглашена Вторая республика. В 1936-1939 годах происходит кровавая гражданская война. Победа Франко приводит к почти 40 годам диктатуры. После смерти Франко в 1975 году начинается переход к демократии. Конституция 1978 года закрепляет Испанию как парламентскую монархию, права и свободы и государство автономии, широкую децентрализацию с 17 автономными общинами и 2 автономными городами. С 1 января
1986 года Испания полноправный член ЕС, Европейского Союза. С 1995 года входит в состав Шенгена, а с 1999 года песета заменяется евро. Мировой кризис 2008 года сильно ударил по Испании. 2010-е годы – это новые партии и более фрагментированная политика, периодические территориальные напряжения при действии конституционных механизмов. В 2014 году королем становится Филиппо IV. Испания остается парламентской монархией и одной из крупнейших экономик ЕС. Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию и европейскую координацию. Испания невероятно исторически интересная и культурно богатая страна. Кстати, я помогаю поступающим в испанские вузы подготовиться к экзамену по истории. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мои экскурсии и ставьте лайки и комментарии. Пока-пока. До новых встреч!